Друзья мои, всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня видео про орхидеи, про дендробиумы. Мне несколько раз писали ребята в комментариях, ребята, девчата, спрашивали: Аня, покажи, пожалуйста, свои дендробиумы. У меня их не так уж и много, но кое-какой опыт у меня уже имеется. Но не по отношению ко всем представителям, потому что некоторые у меня живут буквально всего лишь год-полтора. Еще я их не прочувствовала, и не всех я смогла довести до цветения. Но некоторые меня уже радуют, и вы об этом знаете по моим коротеньким видеоотчетам и фотоотчетам в Фейсбуке, ну и на страницах канала. Приступим. Сейчас покажу вам самого первого дендробиума, который у меня появился. И я вас даже не удивлю, потому что, скорее всего, у вас тоже появился первым дендробиум нобели. У меня это гибрид такой, знаете, с белыми цветочками, у которых зелененькая такая, зеленое горлышко, зеленая губка. Симпатичный, беспроблемный, активно цветущий, любящий прохладную зимовку и радующий меня постоянно своим цветением, даже по несколько раз в сезон, вернее в год. Когда-то просто в обычном садовом центре я прикупилась, не удержалась и прикупила этот дендробиум, помогает мне Жорик здесь. И вы знаете, я не пожалела. Были у меня, конечно, сомнения по поводу его выращивания в моих условиях. Но в принципе, очень даже неплохо он растет. Остается у меня на лоджии в зимнее прохладное время. И благодарит меня после зимовки своим цветением. В этом году я занесла его в сильные холодные дни, в морозные помещения, в теплое, в 20 градусов. И, конечно же, цветение таким пышным не было, как в прошлые годы, когда я его оставляла на зимовку. Но вот сейчас, после прохлады весенней, у него цветение тоже будет, но не многочисленное и на новых бульбах. Видите, вот. Сняла с него один кейк после того, как это был первый в его жизни кейк, потому что я его занесла в теплое помещение в период покоя. В период покоя, конечно же, я снижаю ему полив. Вот смотрите, новые бульбы идут с новыми корешками, все прекрасно. Вот здесь внутри горшочка тоже есть рост корней. Он уже такой величественный. В прошлом году я несколько бульб с него, таких уже совсем усохших, срезала. Решила его проредить. Ставлю вам фотографии его пышного прекрасного цветения. Вроде как это нобели с названием гибрида Аполлон. Так я встречала его название. В общем, живет здесь у меня на лоджии вместе с орхидеями, которые прохладного содержания. В общем, я считаю, что дендробиуму нобели, как и цимбидиумам, так как и многим другим видам орхидей, необходимо просто в зимнее время снизить полив и обеспечить прохладное содержание, тогда у вас будет прекрасное цветение. Он листопадный, вот видите, бульбы не полностью, но частично сбрасывают листики. На новых бульбах листики еще есть, старые бульбы уже обезлиственные. И очень часто бывает, что кое-где какая-то почка на старой бульбе тоже может процвести. Вот так вдруг, неожиданно, но цветочек вам покажет, да, Журка? Такой, девочки, красавчики, мальчики. Живет у меня в смеси коры, чипсов, серамиса. Я даже не знаю, когда я буду его
вновь пересаживать. Но пока что это такой веселенький кустик. Жорка притащил тапочек. Помогает мне снимать видеообзор дендробиумов. В общем-то, смотрите, если у вас есть возможность предоставить ему прохладное содержание, есть у вас какая-то комната, веранда, застекленная лоджия, то смело покупайте орхидеи этого вида. И они будут вас радовать цветением. Но если вы не имеете застекленной лоджии, просто разместите его на зимовку ближе к окну, в первый ряд. Насчет притенения, я вам так скажу, у меня он растет буквально в полуметре от окна. Солнце на него попадает с 3 летом, с весны до лета, с 3 часов дня до заката. И он получает солнечное освещение. Зимой он не подсвечивается. Зимой, конечно, у него дефицит освещения. На этом же месте он стоит и зимой. Но, однако, он цветет. Мне кажется, что для него все-таки важна, для закладки бутонов, важна для него прохладная зимовка. И в этот момент, когда он зимует в прохладе, уменьшается естественным путем полив, потому что он реже просыхать начинает. Потом, когда уже теплеет, он начинает уже больше влаги требовать, и вы уже его чаще поливаете. Когда я уже немножечко нашла общий язык с дендробиумом Нобеле, мне захотелось еще прикупить дендробиумов, но я понимала, что те, которые я приобрету, они не будут с такими же требованиями, да, они все разные. В общем-то, вторым у меня появился дендробиум фармери. Это был такой, знаете, решительный мой шаг. Я ни разу не пожалела, девочки, это класс! Короче говоря, ну это кардинально по условиям содержания другое растение, хотя и дендробиум тоже, он теплого содержания, потому что дендробиумы делятся, так грубо говоря, на теплого и прохладного содержания. Фармери, он в принципе градусов до 15 у меня жил здесь, на лоджии вместе с Нобелем. Жорочка, занят ребенок. Но потом я его, конечно, перевешивала в более теплую комнату, там, где потеплее, там, где плюсовая хорошая температура. Но здесь тоже плюсовая, но не было такого понижения там до 12, до 8 градусов. То, что Нобель как бы с успехом принимает, для фармери это губительно. И у меня здесь на северной стороне он как-то, знаете, неохотно оставлял на себе листочки, что мне не нравилось. Сейчас я его перенесла на южную сторону. Он немножко на расстоянии от окна, получает рассеянный свет. Но он оставляет хотя бы на себе вот эти листики. И мне это очень нравится. Смотри, что натворил. Собери коринки. Короче говоря, он у меня тоже высажен смесь коры, и мха, и кока-чипсов. Горшочек с дренажными отверстиями. Поливается проливом. Поливай до тех пор, пока вода не начнет бежать из дренажных отверстий. Растет он у меня в подвешенном состоянии. Растит свои бульбочки. Где-то я сегодня даже... Ой, аккуратно. Где-то я сегодня даже видела здесь новый ростик, ребята. Да, несмотря на то, что он цветет, у него идет новый рост. Видите? Вон там, вот новый рост. Это радует, что он вегетация и цветение одновременно. Этот цветонос открылся позже, и он уже, вернее, раньше, и он уже отцветать начал.
Этот открылся попозже, буквально через день. И вот он еще так прекрасно выглядит. Вообще, он не обладает сильным ароматом. Студент решил покинуть чат. Вообще не аромате, то единственное, у него такой, знаете, слегка такой присутствует такой, знаете, тонкий намек на аромат. Но есть такой интересный, но вообще вы его пока нос не всунете, не услышите. В общем, я всегда радуюсь, когда он растит новые бульбочки, потому что новые бульбочки – это залог нового цветения. И вообще показатель того, что растение не страдает, а нормально растет и развивается. Бульбы вот такие длинненькие, видите? Они не наливаются прям такими какими-то толстенькими. У меня вот они вот такие вот, видите, такую структуру имеют. Такие худенькие. Вот ризома. Растет у меня он в несколько направлений. И в эту сторону растет, и в эту сторону растет. Так что буду, возможно, через год, в следующем сезоне его переваливать. У меня есть еще один фармери. Я не удержалась, когда увидела в предложении интересный вариант с интересной губой в альбовой форме. Я его купила. Сейчас покажу, как он у меня адаптируется, как он у меня растет. Кстати, фармери может цвести с одной бульбы несколько раз. Видите? Вот след от цветоноса прошлого года. И вот новый цветонос. Видите? Ну, не все бульбы так щедры. Но зато я теперь знаю, а вот здесь тоже было 2 цветоноса на бульбе. Но я теперь знаю, что бульба, которая один раз процвела, она может процвести еще раз. И мне очень хочется, чтобы когда-то у меня было пышное цветение. У меня просто больше, чем 2 цветоноса. Он ни разу не выдавал одновременно ни 3, ни 4, ни 5. А есть прям, знаете, фонтаны, когда много цветоносов. Продолжаю вам показывать свои дендробиумы. В прошлом году я купила еще один фармери, который вот цветет белыми цветочками, альбовая форма. Но пока еще, девочки, ни бульб, ни цветочков не было на нем. Вот его новые растущие корешки. Причем вот так вот он даже умеет делать. Смотрите, как здорово. Корень ветвится корешок. Очень жду от него вегетации, новых бульб. Возможно, моя ошибка в том, что я ризому сильно закопала. Не знаю. Но держит листики. Очень свеженький. Но не цветет. Не цветет. Покажу вам их вместе. Фармери Пинк и фармери, который альбовая форма. Вот такие у них разные листочки. Этот более салатовый, хотя дальше от окна расположен. У этого более зеленый, насыщенный цвет листиков. Бульбочки, в принципе, ну да, бульбочки похожие. Бульбочки похожие, но здесь они более отпитые. Я вот единственная, девочки, кто с фармери дружит, возможно, я слишком углубила его. Возможно, я слишком закопала ризому. Ну, не знаю почему. Почему-то пока нет новых бульб. Вот с теми бульбами, с которыми он приехал в количестве 5 штучек, вот так он у меня уже год и находится. Но я думаю, что у него идет просто сейчас адаптация. Горшок, кора, чипсы, камешки. По-моему, даже без мха. Ну вот. Я рада, что он у меня жив-здоров и все с ним в порядке. Но здесь что-то сверху он немножко дорастил
верхушечку. Ну, очень надеюсь, что он начнет цвести. Вот где-то здесь появятся цветочные почки, и я вместе с вами полюбуюсь на его цветение. Но пока я любуюсь на его этот забавный корешок, что тоже не может не радовать. Поливаю его по мере просушки. Я беру в руки горшочек. Вот сейчас я чувствую, что он влажный. Да, и вот вода прокапывает. Так что еще поливать не надо. Ну, в принципе, сказать, что он ничего не делает, я не могу. Он растит корни. Так что вот такой второй красавчик из фармери семейства. Ну, конечно же, на фармере и на Нобеле не остановилась я. И мне очень захотелось хибики. Ну, как вот у нас бывает, посмотришь видео на канале у девчонок, послушаешь, почитаешь, и вот вынь да положь. Вот хибики. Хибики теплого содержания. Растет у меня на южной стороне летом с притенением. Очень такой коренастый, классненький. Мне нравятся его бульбы. Вот сейчас он у меня, и вегетация у него идет, и у него начало цветения. Вот посмотрите, кто не видел. А кто видел, еще раз посмотрите. Вот так на старых бульбах у него появляются бутончики. И кажется, что это будет один цветочек, но нет. Это прям раскроется целая такая, знаете, букетик из цветочков. В прошлом году он примерно в это же время цвел. О, вот там тоже есть. В общем, тут если поискать, то можно найти большое количество именно на бульбах прошлого года или позапрошлого, большое количество бутончиков. И вместе с этим он растит и корни. Вот, смотрите, какой. Уже вот-вот-вот-вот раскроется бутон. Видите, какой? Корни растит, новые росты растит. В общем, вегетация идет полным ходом. Растет у меня вот в таком горшочке бусинка, ему очень нравится. Как я его поливаю? Я поливаю его, как все орхидеи, часто с удобрениями. И поливаю вот так, в край горшка, вдоль стенки, до того момента, пока здесь не останется водичка. Следующий полив будет не тогда, когда бульбы усохнут, ни в коем случае. Знаете, многие ориентируются по состоянию бульб, чтобы бульбы прям были такие, чтобы скукожи, как бы сохлись. Я как бы такого не допускаю. Он у меня всегда с водичкой стоит. Дело в том, что он получает хорошее освещение и справляется с тем количеством влаги, которое я ему предлагаю. Вот новый ростик. Вот, смотрите. Да? Вон там. Вон. Новый ростик. И я думаю, что скоро мы уже будем переезжать в больший горшочек, такого же формата. А возможно, мы просто после цветения, после того, как он подойдет ближе к краю горшка, я его просто разделю на несколько частей. И какую-то часть буду предлагать в излишке. Но мне он очень нравится. Он не ароматит, ничего, но прикольный. В общем, мои фавориты. Как-то вот я больше даже люблю фармери и этого красавца. Нобель это такая классика. Ровно год у меня живет Линдли. Даже уже больше года. Уже год и несколько месяцев. В конце марта 2025 года я его приобрела, кто помнит, на выставке орхидей в Дрездене. Я, конечно, не имела понятия, знала, что он холодного содержания, но я очень побаивалась, переживала и не оставила его прям вот так, знаете,
в холодном содержании на всю зиму. Где-то я его лишний раз, возможно, полила. Но, в общем, цветение весной я не увидела. Я не увидела, но он сохранил на себе все бульбы, все листики на бульбах. То есть у меня за год не было ни одного упавшего листика с Линдли. Не знаю, считать это каким-то достижением. Для меня достижение, что он у меня сохранился. Он растит бульбочки. Вон, видите, есть маленькие. Сейчас я вам покажу новые бульбы, которые вот я заметила буквально, ну вот буквально пару дней назад. Я увидела, что он в активном росте сейчас. Я его поливаю. Так, девочки, сейчас мы с вами вместе посмотрим. Вот, видите? Вот, растут новые бульбы. Вот новая бульба растет. Вот одна и вторая. Вот с этой стороны две новые бульбы идут. Так, корешки растут. Он у меня как бы, знаете, как на кочке. Он сидел на блоке, поэтому я его не могла никак определить в горшок. Было неудобно его посадить. Иначе часть бы куста оказалась ну, либо надо было делить его, либо надо было утопить в горшок. Я немножечко мха подпихнула сюда, и как бы он здесь вот сверху на мхе сидит. Так, и где-то я видела новую бульбу, которая вот уже прям с новым листиком. Сейчас, ребят, эта сторона к окну повернута, и с самого начала больше солнца получает, и света, и бульбы вот такого, видите, и они старые, уже давнишние, они были без листьев при покупке. Вот они вот так выглядят. Так, а сейчас я вам покажу, где же наша новая бульба. Ага, вот еще бульба между бульбами растет новая. Видите? Конечно, хотелось бы увидеть цветение этого прекрасного дендробиума. А вот эта бульба выросла буквально за неделю. Представляете, вот этот листик, бульбочка листик, вот свеженький, за неделю выросла. Я просто очень была удивлена этой скорости роста. В общем, там у него фитилек, немножечко водички, но в принципе я его стараюсь поливать с просушками. То есть, когда он уже полностью высыхает, но это не сказывается на состоянии его бульб. Я на выставке видела экземпляр, очень такой разросшийся, боже, пышно цветущий, очень красивый, просто великолепный, просто вау. Я вставлю фотографию, я застыла просто возле этого дендробиума, и я, вы знаете, бегала по рядам, там, где продавали орхидеи, гроверы, и я искала, и только буквально именно этот дендробиум. Я когда его увидела в таком красивом пышном цветении, все, мне так захотелось, я побежала его искать, я обошла всех продавцов, всех спрашивала, и только в двух местах он был. В одном месте он был такой, знаете, нежизнеспособный, как на мой взгляд, зеленочкой, с малым количеством бульб, ну, подешевле. А в другом месте вот был у девочек вот такой красивый куст, но тут уже наросло много моих бульб. В общем, я взяла его и потом очень переживала, когда я ехала с ним домой, и на таможне на мне было написано, что я что-то везу запретное в своем чемодане. Ну, все обошлось. Тьфу-тьфу-тьфу. Осталось только зацвести и порадовать. Так, ну не могла я оставить этого красавца. Я когда увидела его в эпицентре, просто в нашем эпицентре увидела этого красавца. Это Бериода. И я не могла его там оставить. Там было несколько кустиков, это было тоже где-то год назад. И я побежала сразу, увидела какое-то растение, поняла, что это дендробиум. Я даже не поняла, кто это. Я его, кстати, потом пересадила. Он, девочки, настолько беспроблемный. По цветению я уже нашла, или маркировка на горшке была. Он был такой отцветающий уже, был в уценке. Смотрите, сколько у него корней. А как он любит пить. Девочки, всегда вода. Ну, конечно, просыхает, но не до хруста.
Но стараюсь поливать, и он вот так по 3 цветоноса с одной бульбы. Смотрите. Вот я не знаю, есть больше, чем 3? А ну давайте посмотрим. Тут 3. Так, а ну. Там, где, например, и здесь 3. Ага, то есть эти бульбы, наверное, не будут цвести. Хотя, девочки, есть. Есть 4 цветоноса. Вот смотрите, из середины было 2, причем из одной почки, да, 2. Или это 1? Нет, 2. 2 цветоноса. И вот сейчас идет тоже 2. Вау! Какая роскошь. В общем, беспроблемный. Удобряшку ему. Вот это новые бульбы растит. Уже, видите, его надо тоже скоро пересаживать. Корни растит. Цветет. Стоит тоже вместе тхибики. В прошлом году на них напал клещ, на хибики. Я хибики удивилась, что дендробиумы могут жрать клещи. В общем, я их санмайтом обработала, но на этого клещ вообще не обратил никакого внимания. Так я вам скажу. Этот клещ обошел стороной, но я, естественно, просто там такое место, южный подоконник, жара, сухость воздуха, и сразу проявился клещ. Клещ есть у нас у всех, просто он в минимальных количествах, маленькая численность, незаметная нашему глазу, дремлет, и как только складываются условия... Ой, бутончик у хибики. Фармери, красавчик. Когда складываются условия, то колония моментально там за день, за два разрастается и схрумывает ваше растение. Поэтому, конечно, лучше предварительно обработать перед жаркими днями, если вы знаете, что там месяц июль или август у вас будет жаркий, и у вас стоят растения в такой локации, там, где слишком сухо будет и жарко, то лучше даже тем же фитовермом побрызгайте, профилактику сделайте. Вот я в этом году возьму фитоверм и пробрызгаю. В общем, Бериода красавчик. Смотрите, какие бутончики. Такие птички. У него есть запах такой приятный, цветочный. Чувствуешь, что цветет Бериода. Бульба вообще, вот это, смотрите, какая большая. Он по высоте, ну не знаю, не сильно большой. Ну вот. Не знаю, с горшком. С этим, наверное, сантиметров, может, 50. Не знаю, наверное, он может и выше вырасти. Вот еще новый ростик идет. Короче говоря, Бериода, если хотите начать с дендробиумов, купить себе первый дендробиум беспроблемный, это вот Бериода. Даже не нобели, девочки. Нобели нужна зимовка, да, чтобы цвел. Бериода будет у вас расти, цвести. Только водичку наливайте, видите, у меня там водичка. Чтобы вот где-то на 2 сантиметра я вот так в одну точку лью, наливаю ему 2-3 сантиметра вот до сюда воды с удобрялками, бывает и без удобрялок. И он себе там цветет и радуется, и растет, и вас радует. Так, есть у меня еще один дендробиум, который у меня, вы знаете, очень тяжело адаптируется, очень. Но я, просто когда увидела этот дендробиум в предложении и быстренько побежала про него читать и смотреть, и мне очень захотелось эту классику дендробиумную. Это вот, смотрите. И смотрите, он просто вот застыл, вот с этими бульбами он приехал. Одна маленькая бульба у меня отвалилась, я ее в мох посадила, она у меня на южной стороне. Дала маленького малыша, в общем, такая деленочка. Ничего не выбрасываю, ничего, ни в коем случае. И, в общем, здесь он у меня долго стоял, ничего не хотел растить. И в этом году вот выдал вот этот ростик, но он небольшой. Не знаю, он будет еще расти, не будет. И вижу, вот появился новый ростик. Ну вот как-то вот он долго адаптируется, но это крупноцветковый, крупного размера дендробиум. И цветок крупный, и бульбы крупные, такой благородный, классный дендробиум желтого цвета, как я люблю.
судя по видео, по фото, с яркой серединкой. В общем, я жду его цветения с огромным удовольствием. Но сначала нам надо, конечно же, нарастить зеленую массу. Вот такая моя дендробиумная история, дендробиумный такой вот вам репортаж. Я, конечно, жду, когда он хорошо укоренится, когда он вот новые бульбы вырастут и нарастят корни, потому что вот старые корешки, они хоть и рабочие, если бы они не были рабочие, он бы терял бы листву. Ну, пока это вот так бедненько, жиденько, ну как-то так. В общем, кто-то радует, цветет, кто-то держит в напряжении, но все равно они прекрасные, эти орхидеи, замечательные. Я в ожидании хибики, когда он распустит свои, откроет свои цветочки. Я говорю, в прошлом году, девочки, была шапка цветочков, шапка. Просто великолепно цвел. Возможно, прикреплю в описании ссылочку на видео цветения хибики в прошлом году. Ну, этого красавца тоже жду. Корешки дождалась, теперь жду новые бульбочки. Ну, и этот тоже радует. В общем, вот такая у меня поляночка. Линдли вообще, это просто номер один. И это очень сложный в зацветании дендробиум. Но хочется с ним, очень хочется подружиться. Кто-то на блоке его растит, кто-то в горшке, кто-то в корзинке. Но у меня вот так. Ну, пока что, вот видите, листики, бульбочки все на месте. В течение года, как бы, я надеюсь, что, может, ему надо больше времени. Бывает, что орхидеи 2 и 3 года приспосабливаются к нашим условиям. Так что, друзья мои, ответ вам на ваш запрос рассказать об этой группе орхидей, о тех дендробиумах, которые есть у меня. И вот скоро мой Аполлон, по-моему, правильно я говорю, Аполлон, вроде девочки мне писали, тоже откроет свои бутончики и будет весь как невеста в белом цвете. Друзья мои, ну и в окончании нашего видео про дендробиумы покажу вам, как цветет прекрасно и ароматит солнышки дендробиум Berry Oda. Вот такой красавчик. У него в этом сезоне множественные цветоносы. Вот уже отцвели цветоносы, сохнут. Буду срезать, когда полностью высохнут. Можно и раньше срезать. По второму разу цветоносы у Berry Oda не продолжаются и не цветут. То есть вот отцветает цветонос, и постепенно нижние цветочки, которые раньше открылись, видите, вот падают, и он продолжает цвести. Вот у меня даже не могу пересчитать, сколько цветоносов на нем. Вот готовится к цветению еще недавно выпущенные им цветонос 1 и 2. И здесь парочка цветоносов, вот гляньте, вот так вот, с бутошками. Бутоны очень интересные, вот такой интересной формы. Цветочки тоже небольшие, 1,5-2 сантиметра. Даже, мне кажется, 2 сантиметров нет. Но очень интересный и простой в уходе дендробиум. Стоит у меня на южном окне вот с таким небольшим притенением. Дружненько растет. Смотрите, вот здесь цвел совсем на небольшой бульбе в прошлом сезоне вот 3 цветоносами. Растит с удовольствием новые росты. В общем, прекрасно себя чувствует. Рекомендую Berry Oda всем, кто начинает знакомиться с этим видом орхидей. Ну и, конечно же, не менее прекрасный хибики, который тоже начинает свой такой, знаете, flower tour. У него на старых бульбах, вот бульбы вот такие высохшие, нам кажется, они на первый взгляд очень некрасивые, и тянется рука их срезать, выкрутить. Ни в коем случае этого не делайте. Именно вот эти вызревшие бульбы без листьев, прошлогодние, они и зацветают. Пока еще у меня только идет подготовка к цветению.
и одновременно рост новых бульб, как вы видите. И вот таким образом старая бульба формирует на своих старых запасах, заложены у нее там цветочные почки, и она начинает растрескивать вот эти чешуйки, которые я не рекомендую снимать, и я их не снимаю. Протрескивается чешуйка, из цветочной почки появляется бутон. Если вам покажется, что бутон несет один цветок, нет. Один бутон, он совсем там не один. Вы потом со временем увидите, что там будет множественное цветение, букетное. Ой, видите, вот там в глубине тоже. Именно на старых бульбах. Новые бульбы не цветут, цветут старые. То есть вот это все, вся вот эта зелень новенькая, которая выросла в этом сезоне, вот такие бульбаши, крепыши, они будут зацветать в следующем сезоне. Вот корешки вот такого плана, видите, тоненькие у него. Интересные хибики. Тоже рекомендую, несложный в уходе. Также стоит у меня на южном окне с притенением. Но в сильную жару я советую, уже не дожидаясь жары, обработать вот такие вот места локационные с орхидеями, даже вот, казалось бы, с такими, от клеща. Я вот сейчас обработала фитовермом, девочки, примитивно. Для чего? Для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда у меня сел клещ на всю эту честную компанию. Тут и ринхостилис у меня пострадал. Я думала, что... кстати, бариода, на него клещ не сел. Вот еще один плюс. Хотя он тут в рядочек со всеми. Я, конечно, его тоже обработала, но он не пострадал. Пострадал хибики и пострадал вот ринхостилис. Хотя, представляете, какие у них толстые мясистые листики. В общем, я жду вот этих букетов. В прошлом году у меня было, конечно, цветение вообще пышнючее. Но в этом году поменьше. Ну, мне тоже очень нравится. Посмотрите, какое красивое, яркое соцветие. Это только первые бутоны, которые открылись на хибике. Вот здесь еще один цветочек. Ну и вот так они здесь у меня. Хибики не ароматят. Здесь у меня они цветут. И ароматит, конечно же, бариода. Хибики просто радуют взгляд. И еще один дендробиум, который цветет, сейчас я вам представлю к вашему вниманию. Но прежде чем показать вам цветение своего Аполлона Нобели, я вам покажу, что вот недавно мы с вами любовались цветением Фармери. И смотрите, что я нахожу. Я нахожу еще одну почку цветочную, которая в активном росте. Мало того, что растут новые ростики, вот посмотрите, вот новый рост у Фармери, он еще решил меня, не знаю, что это, но явно еще не цветочная почка, решил меня порадовать цветоносом. Представляете? Будет еще волна цветения от Фармери. И с удовольствием сегодня просмотрела второго своего беленького Фармери, который Альба. И вы знаете, что я там наконец-то увидела? Он у меня уже второй год. Появился новый рост. Видите? Это, я вам скажу, очень долгожданная находка, потому что он по приезду ровно год назад, он, конечно, не скинул листьев, ничего, но вот он ровно год адаптируется. Начал растить вот так наверх корни, ну это часть корней, и вот так это выглядит забавно. И наконец-то появился рост. Я думаю, что моя ошибка в том, что я сильно закопала ризому. Но я думаю, что постепенно растение выберется наружу. Вот видите, здесь у меня у Фармери
который пинк, ризома не закопана. И он неплохо развивается. Каждый год дает 3, 4, а то и 5 бульбочек. Сначала это было 1-2 ростика, теперь вот до 4 может за сезон летний выдать. Ну и вот мой красавчик Аполлон, который живет, цветет и развивается у меня на северной стороне. И совсем в морозные дни, когда здесь слишком опускается температура, я, конечно же, его забираю отсюда на короткий период. Но вообще формирует он свои цветочные почки, конечно же, в прохладное время года, когда перепад день-ночь, как и в принципе большинство орхидей, но для него, конечно же, характерно то, что он просто приветствует понижение температуры с уменьшением количества поливочной воды. То есть становится прохладно, и вы уменьшаете полив. Но я всегда, как я поливаю, я беру горшочек, вот сейчас он прям тяжелый, значит поливать не надо. Старые бульбы, я несколько бульб в прошлом сезоне совсем высохших выкрутила, вернее вырезала. Вот еще такая бульба, но я эту вот оставила, еще оставляю на этот сезон, потому что это, как бы, знаете, старая бульба, запас для растения. Ну вот видите, вот так вот я обрезаю часть совсем усохших бульб. Так садовники практикуют, но я уже жду до последнего, пока бульба прям вот не высохнет, прям вот совсем-совсем. Напишите, ребята, как делаете вы, часто ли вы делите эту орхидею. Я не делю, уже много лет она у меня, Нобели. Именно этот вариант цветения, этот гибрид очень симпатичный, ароматный, специфический запах, но он приятный, такой вот нежненький. И вы знаете, в прошлом году, в сезон зимнего цветения, осенне-зимнего, он был просто весь улеплен цветами, то есть его бульбы цвели снизу доверху. Вот эти большие старые бульбы, это можно видеть по остаткам, видите, цветения. Прям вот полностью бульба, их было много, вот так до самого низа, из каждой пазухи был букет. И у него из каждой пазухи не по одному цветочку, у него специфика такая, что у него, вот смотрите, от 3 и больше цветочков, и получаются вот такие прям букетики. И одна бульба, пока не процветет всеми пазухами, ее даже не стоит удалять ни в коем случае. Мало того, что она служит питанием, так она еще и имеет вот возможность все-таки процвести. Вот здесь, например, уже все процвело, да, но еще есть листья, то есть бульба еще не совсем старенькая. Здесь новая поросль идет. В общем, вот так. Зимой я испугалась сильного понижения температуры, занесла его в квартиру, вовнутрь. И от этого у него на одной из бульб появился вот такой детеныш. Он тоже процвел, видите? Он сейчас у меня адаптируется. Мне уже на его счет писали. Вот он, видите, укореняется. Он-то адаптированный, просто он укореняется. Мне написали, что есть желающие на этот кейк. Это вот за много лет, из-за того, что я занесла его в тепло, он проснулся, и вместо того, чтобы дать цветочную почку, он дал кейк. То есть, если не соблюдается режим температурный, нет зимовки, вы в тепло занесли и начали поливать, то ждите вместо цветочных почек, ждите кейки. Ну вот так. И был симпатичный очень этот кейк, он уже подрос, он так висел у меня на большой взрослой бульбочке и растил дружненько корешочки. Вот вижу тут еще один корешочек. В общем, для того, чтобы не было
кейков на дендробиумах надо соблюдать прохладное содержание. Это касается дендробиумов прохладного содержания. Так, линдли мой продолжает расти. Он у меня пересажен в больший вазон, перевален. Он молодец, но пока не цветет. Ему тоже надо прохладное содержание. Но вот у него новые бульбы вовсю растут. Он молодец. Он наращивает массу. Ну, вот эти две бульбы вот выросли за последний месяц. И очень шустро за пару недель выросло две вот эти жирненькие симпатичные бульбы. По ним видно, что они новые, потому что у них еще нету вот такой вот, видите, чешуечки. И вот тоже новая бульба. Вот она. Думаю, что в этом году постараюсь, здесь тоже новая бульба, постараюсь его продержать, не уносить с этой прохладной локации. Перезимуем, так сказать, поспим, отдохнем и, возможно, зацветем. Очень хотелось бы увидеть цветение этого замечательного дендробиума линдли. Написали мне комментарии, что вот этот именно Garden Sunrise дендробиум вырастает огромным, мощным. У меня вот самая большая бульба сантиметров сейчас, наверное, ну, до 30. Ну, с этой бульбой он и прибыл. Ну вот, выросла вот эта бульба, но она остановила свой рост. Маленькая. И я смотрю, что здесь у меня, смотрите, появились еще две бульбочки. Вон вообще, смотрите, какая малявка. А здесь есть и еще одна малявка. Растет медленно, не спеша. Конечно же, еще не цвел. Только второй год у меня. Но очень хочется увидеть его крупные, ярко-желтые, с красивой темной серединкой, с губой темной цветочки. Ну вот такой вот красавчик. Надеюсь, что новые бульбы разовьются по-быстрому и корнями оплетут весь ком. Ему будет больше питания, и он немножечко расправит свои ребристые бульбочки. Но мне кажется, ему сейчас не очень хватает влаги, хотя, в принципе, листья он не сбрасывает. Но я очень порадовалась тому, что увидела, девочки, новые росты у этого дендробиума. В общем, вот такая ситуация на сегодняшний день. Цветет 3 дендробиума из скольки? Сколько у меня их? Раз, два, три, четыре, пять, из 6. Ну, 50% успеха уже есть. Так что всех обнимаю, всем мира и добра. Растите прекрасные орхидеи, радуйтесь их цветению.